Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы решаем задачи по программированию. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Погнали! Сегодня решаем задачу LeetCode уровня сложно, 1420. Построить массив, где вы можете найти максимум за ровно k сравнений. Что у нас есть? Даны три числа n, m и k. Причем n это размер массива, m это максимальный элемент массива, начиная с одного. То есть 1, 2, 3, 4 и так далее. K это точное количество сравнений, которые можно использовать, чтобы найти максимальный элемент. Надо найти количество возможных массивов, которые удовлетворяют этим условиям. Посмотрим на примеры. Например, для n равно 2, m равно 3 и k равно 1. То есть мы можем построить массивы длиной 2, в котором будут элементы 1, 2, либо 3. И при этом в каждом таком массиве мы можем найти максимум с первого раза, то есть k равно 1. То есть по факту k это не только количество сравнений, а больше количество смены максимального элемента. Так, попробуем прямолинейное решение. В чем смысл? На каждом шаге будем пробовать все разрешенные числа от m до 1, трекать текущую позицию, а также уменьшать цену поиска. По идее, это должно сработать. Для начала заведем максимально возможное решение 10 в 9 плюс 7. Готово. Далее заведем вспомогательную функцию getResult, в которой будем передавать текущую позицию, текущее максимальное число current max m и текущую цену будет current k. И сразу же вернем getResult, передаем наш максимум, устанавливаем текущее максимальное число 0 и цену k. И ответ должен быть остаток отделения нашей переменной mod. Теперь первым делом определим базовый случай. Для нас базовый случай это когда текущая позиция стала равна единице, равна нулю. Так как мы начинаем с позиции n и наши валидные позиции от n до 1. Соответственно, когда n равно нулю, это значит, что мы построили весь массив. И в данном случае, если мы дошли до конца и построили весь массив, то проверяем текущую цену. И если она равна нулю, значит все условия выполнены. И возвращаем единицу. Иначе возвращаем 0. Это в случае, когда текущая цена больше либо меньше, чем k, который задан в условиях. Базовый случай готов. Теперь нам надо сделать два цикла. То есть это будут циклы. Первый цикл. Проверяем все валидные числа от 1 до текущего максимума. Для i
в диапазоне от 1 до CarMax M включая. В данном случае также не забудем завести переменную count, в котором считаем текущий промежуточный результат. И в count прибавляем снова вызов той же функции, и для этой функции уменьшаем n на единицу. То есть в рекурсии заполняем следующее число. Притом, если мы не меняем максимальное значение, то есть это мы используем любые значения меньше либо равны текущему максимальному, то передаем функцию максимальным значением текущее максимальное число. При этом цена поиска не уменьшается, так как она уменьшается только если мы обновляем максимум. Это первый случай. Второй случай. Мы берем числа больше текущего максимума, то есть от CarMax M плюс 1 до разрешенного максимума, соответственно, тоже плюс 1, так как включая M. В данном случае к результату прибавляем опять вызов рекурсивной функции, но в данном случае у нас n также уменьшается, текущий максимальный результат становится i, так как он больше предыдущего максимального. И так как мы обновляем максимум, то уменьшаем на единицу цену. Фактически это все решение. Осталось вернуть count и проверить. В данном случае должно работать, но не очень эффективно. Проверяем тесты. Тесты все прошли, это хорошо. Но если мы попробуем отправить, то это не сработает, потому что упрется в лимит времени исполнения. Смотрим. Видим, что достигли лимит по времени. Чтобы решить эту проблему, достаточно добавить кэширование метода, локальный кэш. Для этого достаточно использовать аннотацию кэш. Это один из вариантов. Можно проверить, что это по-прежнему работает. Либо LRU кэш с параметром none. Это фактически одно и то же. Теперь пробуем отправить. Решение принято. Отлично. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.